Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Кажется, что в современном модном мире удивить зрителя становится все сложнее. С каждым сезоном фэшн-показы становятся все ярче, эффектнее, громче, а вещи порой превращаются в фантазийные арт-объекты. Однако благодаря неизменному правилу полярности моды есть у этой медали и другая сторона. Без футуристических декораций и попыток любой ценой попасть в вирусные ролики. И здесь мне бы хотелось выделить новую коллекцию Ermanno Cervino «Осень-зима 2026-2027», презентация которой состоялась на неделе моды в Милане. Для именитого итальянского дома этот сезон стал особенным. Слаженный дуэт ведущего дизайнера Ermanno Daeli и успешного предпринимателя Тони Шервино отметил 25 лет со дня основания собственного бренда. Несмотря на юбилейную дату, модное шоу не стало похожим на торжество собственных достижений. Был выбран более тонкий подход. Креативный директор марки Ermanno Daeli, более известный под творческим именем Ermanno Cervino, пусть и решил обратиться к архивам, но не превратил коллекцию в красивую ретроспективу. Он постарался не повторять прошлое буквально, а взял за основу модного гардероба лишь свои лучшие идеи, силуэты, ткани, техники, подавая все это в современном ключе. Центральной темой новой линейки на осень сегодня становится удивительная многогранность женской души, ее личных желаний, характера. В образе главной героини нет разделения на сильную или нежную, строгую или романтичную. Сегодня она утром может надеть безупречного минималистичного кроя пальто, выглядя уверенным руководителем важного проекта, а позже снять его, открыв легкое кружевное платье и оказавшись в роли хрупкой музы художника. В общем, свою модную историю женщина создает сама. И такие вот противоречия в ее гардеробе, по задумке дизайнера, и есть настоящая реальная жизнь нашей современницы. Поэтому всю нынешнюю коллекцию он построил на игре контрастов. Здесь жесткие формы соседствуют с мягкими тканями, тяжелые на вид материалы оказываются почти невесомыми, а грубые фактуры раскрываются через очаровательные женственные силуэты. Такой постоянной смены настроений показ Cervino удерживает внимание от старта и до финального выхода. В этих модных нарядах присутствует какая-то волшебная магия. То и дело создается впечатление, будто ткани вообще не подчиняются законам гравитации. На вид массивные и основательные вещи по факту удивительно легкие, а вполне знакомый нам синий деним обработан настолько искусно, что похож издалека на классический донегальский твид. Приятное впечатление оставляет верхняя одежда. Бушлаты, кейпы, пальто в стиле милитари, длинные кашемировые модели или меховые, спортивные парки словно подчеркивают силу женщины и тут же одновременно ее защищают как от непогоды, так и от любых неурядиц внешнего мира. Однако под этой одеждой мы видим кружево, шелк, прозрачную органзу, струящиеся платья-комбинации, трикотажные боди, ажурные юбки. Так дизайнер словно показывает две составляющие одного характера. Снаружи спокойствие и уверенность, внутри мягкость и чувственность. Особого внимания заслуживают образы с легким настроением 50-х. Что важно, в них нет точной стилизации под моду тех лет. Нет попытки воссоздать прошлую эпоху буквально. Зато хорошо ощущается общая атмосфера старого Голливуда, поддержать которую берутся роскошные шубы, пальто с леопардовым принтом, элегантные брючные костюмы, оперные перчатки, свитеры с открытыми плечами, иногда украшены аккуратными бантами. Кстати, вязаные вещи в представленном гардеробе смотрятся очень выразительно и порой составляют серьезную конкуренцию любым дорогим вечерним нарядам. Например, ближе к финалу показа Cervino комбинирует трикотаж с кружевными макси, что щедро усыпаны стразами или мерцающим золотом. Когда-то Ermanno одним из первых решил объединить кружево с повседневной одеждой, спортивными деталями и простыми силуэтами. В те годы дизайнера за это многие критиковали, ведь подобный шаг казался настоящим модным вызовом. А сегодня, напротив, называют фирменным почерком Cervino. Да, забавно наблюдать, как быстро меняются взгляды. Что вчера считалось ошибкой, спустя несколько лет становится источником вдохновения для всей фэшн-индустрии. Причем совсем не обязательно выбирать между крайностями. Достаточно лишь правильно расставить акценты. И тогда получим гармоничный союз теплого кардигана, тяжелой дубленки или куртки на меху и кружевной одежды в бельевом стиле. Нотку гламура добавили в образы обувь, задорно сверкающая кристаллами. Это комфортные лоферы, туфли на чуть скошенном каблуке, изящные мюли на шпильке.
Также в обувной ряд дизайнер включил высокие сапоги с популярным нынче рельефом под крокодила или с вышивкой тон на голенище. Из необычного, во время дефиле модели помимо сумки несли в руке сетчатую авоську, в которой лежала еще одна пара туфель. Что-то вроде сменки. Смотрелось так, будто дизайнер с улыбкой сказал ей перед выходом: «Если понадобится, переобуешься позже». И, пожалуй, это один из самых жизненных модных советов за последнее время. Наверняка многим женщинам знакома ситуация. До ресторана на каблуках, обратно босиком или в кроссовках, которые заранее лежали в машине. Эрмано Шервино просто честно признал реальность. К слову, подобный трюк со сменной парой обуви в сумке мы с вами, друзья, уже наблюдали на одном из прошлых показов Миуччи Прада. Так что идея не новая, но она точно работает. Отдельной строкой стоит отметить цветовую палитру новой коллекции. Начиналось модное шоу спокойно и сдержанно. Черный монохром чередовался на подиуме с нежным кремовым, жемчужным, розовым, бархатистым персиковым, голубым. Далее эстафету подхватили мягкий серый, табачный, вареный деним, появились интересные цветовые миксы в клетчатых узорах, и в качестве яркого акцента дизайнером был добавлен в гардероб совсем немного насыщенный красный. Если же говорить об основных тенденциях, которые сегодня представил публике бренд Эрмано Шервино, то помимо сказанного мною ранее, я добавлю еще несколько. Первое – пышные юбки. Они теперь не элемент театрального костюма, а вполне обычная часть современного стильного гардероба. Второе – продуманная многослойность. Каждый слой выбран не случайно, а помогает создать цельный образ. Третье – роскошные материалы в повседневной одежде, где привычные вещи смотрятся так, будто над ними работали ювелиры. Но самое главное, на мой взгляд, здесь умеют подчеркнуть женственность. И это очень современный и правильный жест, на который сегодня способна мода. Приятного просмотра, дорогие мои! Огромнейшее спасибо всем за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. Одевайтесь по настроению, носите, что нравится, не бойтесь оставаться собой. Всем красоты, нескучного дня и солнечного настроения!